Здравствуйте, дорогие любители вязания! Сегодняшний мастер-класс я делаю по просьбе Ирины Смольковой. Она прислала к нам в группу ВКонтакте вот такую фотографию. И попросила помочь разобраться ей с узором к этому замечательному мужскому свитеру. При попытке найти первоисточник фотографии этого пуловера, из какого журнала он взят, к сожалению, мы не нашли. Будем очень рады, если кто-то подскажет. И мы напишем эту информацию под видео. Мы нашли вот такой замечательный кардиган в журнале Верена Подиум номер 2 за 2018 год. Узоры очень похожие, только кардиган связан с ажуром. А мы будем вязать узор вот такой, без ажуров, для мужских изделий более подходящий. Вот схема этого узора. Вот эти многочисленные стрелочки, это показано в журнале «Откуда начинать вязание» и «Где заканчивать» для разных размеров. Сам узор, раппорт самого узора составляет 16 петель. И перед раппортом вяжется 7 петель, затем повторяется нужное количество раппортов и заканчивается вязание 10 петлями после раппорта. Мы с вами сейчас свяжем этот образец. Один раппорт в высоту, один раппорт в ширину. Что я хочу сказать, узор вполне двусторонний. Вот так он выглядит на изнанке. Из чего следует, что можно вязать шарфы, палантины. Давайте не будем терять время, особо по схеме мне рассказывать нечего. Схема не сложная. Ну и давайте будем начинать, чтобы нам уже не терять время. Набираем на спицы 33 петли вместе с кромочными. Первая кромочная у нас снимается, последняя кромочная провязывается изнаночной. Вяжем первый лицевой ряд. Сразу после кромочной мы провязываем 2 изнаночных, 5 лицевых. Это у нас петли перед раппортом. Затем у нас идут петли раппорта. Вяжем 3 изнаночных, 5 лицевых, 3 изнаночных и 5 лицевых. Закончили вязать петли раппорта и вяжем петли за раппортом. Будет 3 изнаночных, 5 лицевых, и 2 изнаночных в конце ряда. Вот такой у нас первый лицевой ряд, второй изнаночный ряд. И все изнаночные ряды в этом узоре петли вяжутся по рисунку. Это значит, мы вяжем петли так, как они лежат перед нами. Лицевые петли мы вяжем лицевыми, изнаночные мы вяжем изнаночными. И посмотрите на схему. Мы с вами провязали первый ряд, второй изнаночный ряд, третий лицевой, четвертый изнаночный, пятый лицевой, шестой изнаночный, 7 лицевой и 8 изнаночные ряды мы все петли вяжем по рисунку. Мы провяжем их самостоятельно, и все 7 рядов, вот сейчас мы вяжем второй ряд, и следующие все ряды до 9 ряда мы провяжем самостоятельно, петли по рисунку. Вот мы провязали 8 рядов. Такая у нас получается резинка из 3 изнаночных и 5 лицевых петель. И по краям 2 изнаночные. Сейчас мы вяжем 9 лицевой ряд. Уже начинается здесь интересное вязание, уже начинается узор. Я не буду говорить, что 7 петель до раппорта, петли раппорта. Я буду говорить все петли. Смотрите на схему, смотрите на то, что я делаю, слушайте то, что я говорю. И все у вас получится. Сразу после кромочной вяжем 2 изнаночных, 5 лицевых,
Затем 2 изнаночных. И теперь нам нужно провязать 2 вместе лицевой с наклоном в правую сторону. Я вяжу бабушкиными петлями. У меня вот петли лежат неудобно для этого. Мы разворачиваем петельки и провязываем 2 вместе лицевой с наклоном в правую сторону. Дальше у нас будет 4 лицевых. И из протяжки между петлями нам нужно вывязать одну лицевую. Вот у нас протяжка. Поднимаем ее вот так, подхватывая сзади. Переносим на левую спицу и провязываем также вот за заднюю стеночку, провязываем, чтобы она у нас вот получилась перекрученной, чтобы не было у нас дырочки. Это мы провязали одну лицевую скрещенную из протяжки. Дальше у нас будет 3 изнаночных, 5 лицевых, 2 изнаночных. И снова провязываем 2 вместе лицевой с наклоном в правую сторону, 4 лицевых, вывязываем лицевую скрещенную из протяжки, вот таким образом, поднимаем протяжку, переносим на левую спицу и провязываем ее за заднюю стенку лицевой петлей. В конце ряда у нас будет 2 изнаночных. В 10 изнаночном ряду мы вяжем петли по рисунку. Вяжем 11 лицевой ряд, провязываем 2 изнаночных, 5 лицевых, далее у нас будет 1 изнаночная, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в правую сторону, 4 лицевых и вывязываем из протяжки между петлями лицевую скрещенную петлю. Вот так. Далее у нас будет 1 лицевая, 3 изнаночных, 5 лицевых. Одна изнаночная, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо, 4 лицевых, вывязываем лицевую скрещенную из протяжки и 1 лицевая. В конце ряда 2 изнаночных. В 12 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. 13 лицевой ряд, 2 изнаночных, 5 лицевых, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо, 4 лицевых, вывязываем лицевую скрещенную из протяжки, 2 лицевых, 3 изнаночных, 5 лицевых, снова провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 4 лицевых, лицевая скрещенная из протяжки, 2 лицевых и 2 изнаночных. В 14 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. 15 лицевой ряд, провязываем 2 изнаночных, 4 лицевых, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в правую сторону. Дальше будет 4 лицевых, лицевая скрещенная из протяжки, 3 лицевых, 3 изнаночных,
4 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном в правую сторону, 4 лицевых, лицевая скрещенная из протяжки, 3 лицевых и 2 изнаночных. В 16 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. 17 лицевой ряд, 2 изнаночных, 3 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 4 лицевых, лицевая скрещенная из протяжки, 4 лицевых, 3 изнаночных, 3 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 4 лицевых, лицевая скрещенная из протяжки, 4 лицевых и 2 изнаночных. В 18 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. Вот мы провязали 18 рядов, вот как у нас должно получиться на данном этапе. Вяжем 19 лицевой ряд, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 4 лицевых, теперь из протяжки мы будем вывязывать не лицевую скрещенную, а изнаночную скрещенную. Вот поднимаем протяжку на левую спицу, вот лучше подхватить ее вот спереди, вот так. И провязываем ее за переднюю стенку изнаночной. Ну вот так вот. Тоже вот так ее переворачиваем, чтобы не было дырочки. 1 изнаночная из протяжки. Дальше будет 5 лицевых, 3 изнаночных, 2 лицевых, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо, 4 лицевых и снова вывязываем изнаночную скрещенную из протяжки. Поднимаем протяжку между петлями на левую спицу и провязываем ее изнаночной за переднюю стенку, вот изнаночной скрещенной, вот так. Дальше у нас будет 5 лицевых и 2 изнаночных. В 20 изнаночном ряду мы петли провязываем по рисунку, и не забываем, что у нас петля вывязанная вот из протяжки, мы ее вывязывали изнаночной скрещенной, здесь она будет у нас вывязываться в изнаночном ряду лицевой петлей. Все, и вяжем петли по рисунку. 21 лицевой ряд, провязываем 2 изнаночных, 1 лицевую, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо, 4 лицевых. И снова вывязываем изнаночную скрещенную из протяжки. Дальше у нас будет 1 изнаночная, 5 лицевых, 3 изнаночных, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 4 лицевых. Снова вывязываем изнаночную скрещенную из протяжки между петлями. 1 изнаночная, 5 лицевых и 2 изнаночных. В
22 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. 23 лицевой ряд, 2 изнаночных, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо, 4 лицевых, изнаночная скрещенная из протяжки, 2 изнаночных, 5 лицевых, 3 изнаночных, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо, 4 лицевых, изнаночная скрещенная из протяжки, 2 изнаночных, 5 лицевых и 2 изнаночных. Вот посмотрите на то, что у нас получается, и посмотрите на схему. Мы провязали 23 ряда, и мы провязали первую половину раппорта в высоту. Мы начинали с резинки 3 изнаночных, 5 лицевых, и к половине раппорта мы вышли на этот же узор 3 изнаночных, 5 лицевых. И сейчас вот смотрите на схему и считайте. Мы провязали 23 ряда, сейчас 24 изнаночный, 25 лицевой, 26 изнаночный, 27 лицевой, 28 изнаночный, 29 лицевой, 30 изнаночный, 31 лицевой и 32 изнаночный. Вот сколько рядов. Мы провяжем петли по рисунку, то есть вот так же, как мы вязали в начале: 3 изнаночных и 5 лицевых. И встретимся с вами уже в 33 лицевом ряду. Будем вязать вторую половину раппорта. Итак, 9 рядов нам нужно сейчас провязать петли по рисунку. Мы провязали 32 ряда в высоту. Смотрите, как красиво получается. И у нас полосы вот из 5 лицевых петель наклонялись в правую сторону, в первой половине раппорта. Сейчас мы будем делать наклон в левую сторону. Итак, 33 лицевой ряд. Провязываем 2 изнаночных, 5 лицевых, 3 изнаночных, из протяжки вывязываем лицевую скрещенную, подхватываем протяжку сзади, переносим на левую спицу и провязываем ее лицевой скрещенной за заднюю стенку. Дальше будет 4 лицевых. Теперь 2 вместе нужно провязать лицевой с наклоном в левую сторону. Вот у меня удобно лежит лицевая петля и неудобно лежит изнаночная. Ее нужно вот так вот развернуть. Вот, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночных, и до конца ряда у нас петли будут по рисунку провязываться: 5 лицевых, 3 изнаночных, 5 лицевых и 2 изнаночных. До конца ряда петли по рисунку. В 34 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. 35 лицевой ряд, 2 изнаночных, 5 лицевых, 3 изнаночных, 1 лицевая, лицевая скрещенная из протяжки, 4 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону. Вот посмотрите, чтобы не разворачивать изнаночную петлю, вот не снимать первую, смотрите, вводите спицу в лицевую петлю и сразу за ней разворачиваете изнаночную. Так вот я провязываю 2 вместе лицевой с наклоном влево, там изнаночная разворачивается сама. Дальше у нас будет 1 изнаночная, и до конца
ряда петли провязываем по рисунку. 5 лицевых, 3 изнаночных, 5 лицевых, 2 изнаночных. В 36 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. 37 лицевой ряд, провязываем 2 изнаночных, 5 лицевых, 3 изнаночных, 2 лицевых, лицевая скрещенная из протяжки, 4 лицевых, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в левую сторону. И далее петли провязываем по рисунку. Будет 5 лицевых, 3 изнаночных, 5 лицевых и 2 изнаночных. В 38 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. 39 лицевой ряд, 2 изнаночных, 5 лицевых, 3 изнаночных, 3 лицевых, лицевая скрещенная из протяжки, 4 лицевых, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в левую сторону, 4 лицевых. И далее петли по рисунку: 3 изнаночных, 5 лицевых, 2 изнаночных. В 40 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. 41 лицевой ряд, 2 изнаночных, 5 лицевых, 3 изнаночных, 4 лицевых, лицевая скрещенная из протяжки, 4 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевых. И далее петли по рисунку: 3 изнаночных, 5 лицевых и 2 изнаночных. В 42 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Вяжем 43 лицевой ряд, 2 изнаночных, 5 лицевых, 3 изнаночных, 5 лицевых. И теперь из протяжки мы будем вывязывать изнаночную скрещенную. Поднимаем протяжку, подхватываем ее спереди, поднимаем, переводим на левую спицу и провязываем ее за переднюю стенку изнаночной скрещенной. Дальше будет 4 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевых, 3 изнаночных, 5 лицевых и 2 изнаночных. В 44 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Только не забываем, что мы провязывали из протяжки изнаночную скрещенную, значит, нам нужно будет ее провязать здесь лицевой петлей, чтобы не потерять ее, не запутаться. Вот она у нас. Вот видите, мы провязываем ее лицевой петлей. И все, а дальше она уже не потеряется. Я имею в виду на изнаночной стороне. Вяжем 45 лицевой ряд, 2 изнаночных, 5 лицевых, 3 изнаночных, 5 лицевых,
изнаночная петля. Из протяжки вывязываем изнаночную скрещенную. Дальше у нас будет 4 лицевых. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево. 1 лицевая, 3 изнаночных, 5 лицевых и 2 изнаночных. В 46-м изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Вяжем 47-й лицевой ряд. 2 изнаночных, 5 лицевых, 3 изнаночных, 5 лицевых, 2 изнаночных, изнаночная скрещенная из протяжки, 4 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону, 3 изнаночных, 5 лицевых и 2 изнаночных. И в 48-м изнаночном ряду, это последний ряд раппорта, мы провязываем петли по рисунку. Вот посмотрите, мы провязали с вами один раппорт узора в ширину и один раппорт в высоту. И посмотрите, как узор этот смотрится, когда у нас связано несколько раппортов. Здесь у меня нитки тонкие, акрил, детская новинка, 50 грамм 200 метров и спицы 2,5. Здесь у меня пряжа кроха, 50 грамм 135 метров и спицы номер 3. Ставьте лайк, если вам понравился узор, ставьте лайк, если вам понравился мастер-класс, пишите комментарии, задавайте свои вопросы, присылайте нам свои трудные схемы, мы будем помогать вам в них разбираться по мере наших возможностей. Присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под этим роликом. Нажмите на слово «Еще». А я желаю вам удачи и ровных легких петелек. Пока-пока!